Добрый день. 266 видео. Называется «Антология ярлыки». Мы в прошлых сериях описывали антологию с помощью трех деревьев. Дерево вложенности объектов, дерево вложенности типов и дерево наследования типов. Так вот, оказывается, что в жизни бывают ситуации, когда этих деревьев недостаточно. Вот эти ситуации. Первая ситуация. Берем дерево объектов. Берем новый объект. Он виден создателю, виден начальнику создателя, но он не виден сотрудникам того же ранга. А хочется, чтобы другие сотрудники тоже могли его видеть. Второй случай. Дерево вложенности. Объекты данного типа можно создавать только внутри объектов одного единственного типа. А хотелось бы создавать их внутри нескольких типов. Третий случай. Дерево наследования. Удобно иметь множественное наследование. Ну и четвертый случай. Иногда нужны циклы. Во всех этих случаях проблема решается с помощью слабых копий или, как оно называется внутри Windows, ярлыков. Ярлык или слабая копия узла. Визуально он отличается от узла косым шрифтом. Вот здесь смотрите. Вот, персона– человек и персона– человек. Вот второй написан косым шрифтом. Это значит, он является ярлыком первого человека. И этот ярлык помещен под своим человеком, то есть мы тут имеем цикл. Я могу открыть эту персону, под ней будет еще персона, еще персона, еще персона. Вот эти циклы как раз являются четвертым случаем, и ярлык визуально виден вот здесь, как косой шрифт. Давайте еще раз повторим. Дерево объектов у нас есть. Предположим, что сотрудник А создал объект X и за него отвечает. В силу производственной необходимости сотрудник Б должен быть ознакомлен с содержанием этого документа X. Для решения этой проблемы сотрудник А создает ярлык объекта X и помещает его в папку, номер которой в общем списке объектов любезно сообщает ему сотрудник Б. Далее Б может распоряжаться ярлыком как хочет, может документ открыть, может переложить его в другую папку, а может удалить. Но власть над ярлыком не распространяется на сам оригинал объект. Б не может его ни исправить, ни удалить. Второй случай. Дерево наследования. Если мы создаем ярлык типа X и помещаем его под тип А, мы как бы заявляем, что тип X унаследован от типа А. При этом старое наследование сохраняется, но к нему добавляется новое наследование. Так получается множественное наследование. Например, студент является сотрудником, и пенсионер является сотрудником. Но бывает так, что пенсионер одновременно является и студентом. Вот это тот случай, когда у нас есть множественное наследование. Еще один случай с деревом, связанный с деревом вложенности. Хочется, чтобы объекты типа X можно было создавать не только в объектах типа А, но и в объектах типа B. Тогда в дереве вложенности создают ярлык на узел X, помещают его под тип B. Теперь объекты типа B тоже имеют право порождать объекты типа X. Напомню вам, что менять деревья типов может только администратор системы, который является корнем, обозначаемым буквой О маленькая. Ну и случай, когда циклы, например, такой прокомментирую. Если разрешить любому сотруднику набирать себе помощников, новых сотрудников, а тому тоже разрешить и набирать помощников и так далее, то можно описать это так. Тип сотрудник помещается под типом сотрудник в качестве ярлыка самого себя. И получается цикл. Должен сказать, что в дереве наследования циклы запрещены, а в остальных деревьях они разрешены. И наличие цикла не влияет на работу других деревьев, так как в поле зрения всегда только конечное число узлов дерева. Заключение. Для описания антологии трех деревьев недостаточно, но добавление ярлыков снимает все проблемы. Вот и все на сегодня. Продолжение следует. До новых встреч.